Приветствую вас, мои друзья! Это сериал Save the Eclipse. В нем я рассказываю про возрождение к жизни культовой тачки. Изначально этот сериал я хотел показать как шоу и собрать кучу просмотров, но в результате получился мануал для узкого круга фанатов DSM. Руководство по сборке Mitsubishi Eclipse. А что может быть лучше картинок в мануале? Ну, конечно же, видео. И сегодня я расскажу, как делать свап на полный привод на втором поколении Eclipse'ов. Хотя все сказанное и показанное далее актуально и для третьего поколения Eclipse'ов, а также для множества однобазников от Mitsubishi, такие как Chrysler, Dodge и так далее. И, кстати, параллельно у меня на канале выходит серия видосов именно про свап Dodge Stratus Coupe. Далее я покажу то, что обещал показать несколько серий назад и уже не раз рассказал в теории. Тема свапа G2 совсем не нова. Эту процедуру делали тысячи людей во всем мире. Но оказалось, многим DSM-ерам до сих пор интересно, как и что тут надо сделать. Я со своей стороны расскажу все нюансы этой переделки. Длина передних болтов крепления полноприводного подрамника составляет 10 см, а задних 14 см. Разница в длине болтов из-за того, что задняя заводская закладная имеет возвышение внутри лонжерона, а передние мы поставим прямо у основания лонжерона. Передние болты можно взять из заднего крепления переднеприводного подрамника. В моем случае эти болты пытались приварить к лонжерону и испортили. И я возьму новые из донорских лонжеронов. Заодно детально можно будет увидеть, как устроена заводская закладная. И самое главное, процесс изъятия болтов из этой закладной. Шапочки-фиксаторы болтов нам еще пригодятся для задних болтов. А их, в свою очередь, я также буду использовать оригинальные. Люблю я так, чтобы все выглядело как с завода, без колхоза. У меня есть кузовная часть от Mitsubishi Legnum, но донором тут могут быть любые полноприводные модели. И из нее я извлеку полноприводные длинные болты для моего заднего крепления подрамника. Кстати, немного извратившись, я сделал полостную операцию на лонжероне, и теперь можно рассмотреть оригинальное крепление в разрезе. Но мне нужен сам болт. А дальше я прикину на себя роль мага 120 уровня. Начну я свою магию с закладных полноприводного подрамника. В первых сериях мне пришлось вскрыть лонжероны, чтобы добраться до болтов крепления подрамника. Они были брошены прямо вовнутрь, без каких-либо креплений, и потом заржавели. Открутить их стало невозможно. Кстати, мой друг Мигель в это время делает свап G2 на полный привод. На его канале вы увидите более живой блог на эту тему, и тут уже на английском языке, а не как я с субтитрами. Но сегодня он будет примером того, как не стоит делать крепление подрамника. Все дело в том, что шляпка болта находится глубоко внизу лонжерона. Зафиксировать его ключом от прокручивания не получится. И пока болты и гайки новые, это несущественно, но потом открутить становится нереально. Так вот, чтобы этого не случилось, надо сделать закладные, которые ограничат болт от вращения и в то же время не лишат его свободы качения.
И вот мой вариант решения. 4 пластинки, одно отверстие. Получается вот такой домик. Тут болт находится в свободном состоянии и не вращается. Почему просто не приварить болт к лонжерону? Ну, во-первых, так не делают на заводе. Дальше я даже не стал бы приводить другие аргументы, но вкратце. Его будет очень трудно поменять при необходимости. Жесткое крепление деталей передаст вибрацию и в конечном счете ускорит деформацию кузова. А главное, на зафиксированные болты очень трудно надеть подрамник. В общем, болты оставляем неподвижными. А теперь саму закладную нужно зафиксировать в лонжероне. И на этот раз как можно прочнее, например, сваркой. А дальше можно закрыть лонжерон, но тут есть еще один мой маленький секрет. В этой крышке я делаю упор для закладной, он не позволит ни при каком условии сдвинуться вверх закладной внутри лонжерона. Теперь я заварю все как было. И если зачистить шов, хотя в моем случае он довольно аккуратный, то место доступа к болту крепления будет не видно. Но я шов оставляю как метку, где можно попасть к болту, не разрезая новые части лонжерона. Ну а местами даже мой автограф. К остальным болтам я вернусь чуть позже, а теперь я займусь удалением мешающих элементов переднеприводной машины. Мне их даже пришлось воссоздать заново, чтобы показать, как их удалить. В общем, заморочился я по полной. Первым под нож, а точнее под диск болгарки, пойдет заднее крепление топливного бака. Его надо отсверлить или срезать у основания, иначе не оденется подрамник. Затем два крепления бака на правой стороне и одно крепление выхлопа на левой. Все срезаю за подлицо. Следующий шаг – это крепление полноприводного бака, который нужно создать. В моем случае они уже были, и мне их надо только зафиксировать сваркой или тонкой гайкой. Болты для этих креплений закладываются вот через эти отверстия. У полноприводного топливного бака крепления – это продольные полоски. Передние крепления мы сделали, и нужны задние, параллельные сделанным. Вот так выглядят они в оригинале.
А вот так я бы не советовал делать. Как видно, все болтается, и закрутить это с установленным баком очень трудно. Ну а я повторю примерно то же самое, что в оригинале. Для этого мне нужна шпилька М10 длиной 10 см и шайба. Примерно на отметке 7 см будет стоять шайба. Теперь эти крепления нужно приварить к кузову. Отверстия под них уже просверлены с завода. А вот полноприводный топливный бак. У него две половинки, между которыми осуществляется перелив топлива, и два элемента индикации уровня топлива, то есть поплавка. В кузове для доступа ко второй части нужно вырезать окно. Ну и, пожалуй, крайней работой под машиной при установке полного привода – это крепление подвесных карданов. В моем случае они уже были установлены, но, как я говорил в первых сериях, лучше бы так не делали. Сварка не держится, не говоря уже об эстетической стороне шва. Так вот, заднее крепление кардана в идеале взять с донора, например, с версии GSX, но можно и сделать вручную. Вот как это, сделанное мной для полноприводных G3 и Dodge. Про второе крепление я также уже рассказывал ранее. Тут надо только вставить и зафиксировать шпильки. Аккуратнее зафиксировать. Что получилось, вы увидите чуть позже, но матерился я много, пока исправлял это месиво. А далее надо срезать болты крепления переднеприводного подрамника и зафиксировать их так, чтобы они не дребезжали. Сейчас я приварю все к кузову, но раньше, когда я не умел пользоваться сваркой, а были и такие времена, я их фиксировал обычным герметиком для вклейки стекол.
Снизу это все, что можно и нужно сделать при свапе на полный привод. Остались задние крепления подрамника. Доступ к ним делаю без багажника, так же как я вначале пилил донорские элементы. Такая жесть в виде приваренных болтов, конечно же, недопустима. Ставлю оригинальные болты. А, кстати, в видосе про свап Даджа я рассказываю, как сделать такие самому из обычных болтов. Закрывается болт сверху той самой крышечкой, которую вырезали в начале. И я бы не советовал заваривать кузовной металл, чтобы сохранить доступ к болтам на всякий случай. И замазать все шовным герметиком. Конечно же, первые свои свапы я делал со всеми рассказанными мной выше ошибками. И теперь, имея огромный опыт в этих свапах, я делюсь им с вами. В итоге, все, что я знал, я показал и рассказал. Все элементы, мешающие установке полного привода, удалены. А крепления, нужные для этой операции, установлены. Больше никаких модификаций кузова делать не нужно. Все остальное ставится bolt-on. Впереди дело за монтажом элементов подвески и трансмиссии, но это уже другая серия – Save the Eclipse. Я же по традиции прошу вас поддержать мое творчество лайками, комментариями и, самое главное, репостами. Подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте его друзьям. А на сегодня это все. Всем удачи, всем пока!